Я же просила не беспокоить меня. Виноват. Там господин Рубинштейн приехали. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Что случилось? Успокойтесь, ради бога, ничего не случилось. Я приехал, чтобы поговорить с вами о Петре Ильиче. Да-да, прошу вас. Я вас слушаю. Видите ли, Петр Ильич просил меня похлопотать о разводе. Я говорил с этой особой. Сначала она заупрямилась, а потом запросила 10 тысяч рублей. Должен вам сказать, что ни у Петра Ильича, ни у нас, его друзей, таких денег никогда не было и не будет. Поэтому я набрался дерзости. И Петр Ильич избавится от этого несчастья? Разумеется. Боже, как просто. Что с вами? Ах, Николай Григорьевич, вы не представляете, что значит для меня Петр Ильич. Вернее, его музыка. Когда я слушаю ее, мне хочется плакать, хочется умереть от невыразимой тоски. И хочется отрываться от нее, потому что находишь в этой тоске свои высшие способности, которые обыденная жизнь убивает ежедневно, ежечасно. Вы, наверное, думаете, сейчас дурит барыня. Сумасбродничает миллионерша. Ну, что я видела, Николай Григорьевич? Я ведь родилась не в богатстве. Было время, когда я кормила 3 детей и мужа на 20 копеек в день. Мне выдали замуж 16 лет. И лучшие годы ушли на глупых бон, нянек, корек, коклюша. Еще приходилось заниматься делами мужа, потому что он был не очень силен в них и слаб характером. Но это все сфера материальная, а я всю жизнь тосковала по идеалу, по настоящей духовной близости. И вот теперь, когда я нашла ее, я никому ее не уступлю. Я все сделаю, чтобы Петр Ильич был свободен, счастлив и мог спокойно работать. Надежда Филаретовна, вы удивительный человек. Я преклоняюсь перед вами. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как, успехи? Да так. Почему так? Да тут место трудное. Трудное? Неудобно написано. Неудобно? Расходящиеся октавы. А ведь удобнее было бы в параллельных. Что с вами, Николай Григорьевич? Ничего, ничего, ничего. Еще не умираю. Молодой человек, Петр Ильич написал это не для удобства нерадивых исполнителей. Не обижайтесь. Вот послушайте, как я буду играть этот концерт в четверг в Париже.
запомните, этот концерт будет любимым произведением пианистов. Это я вам говорю. Рубинштейн.
приехать в Париж и умереть нелепо. Помянем покойного. Я знаю, вы теперь при деньгах, так угостите старого приятеля. Тут есть неплохое кафе. Витриер! 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 А я накрепко засел в Париж. Так сказать, в плену больших бульваров. Дико подумать. Был громкий, большой, бурный человек. Любил жизнь, сорил деньгами. Разрешал... О, пардон. Voilà. Разрешал женщинам целовать руки. Шумел на весь свет. И вдруг пшик, пустое место. Ничего не остается от музыкантов. Это неверно. Остается память, школа, ученики, последователи. А все то новое, что он привнес. Утешайтесь, мой друг. Последователи, школа, ученики. Да Николай Григорьевич всех бы скопом отдал за один день жизни. Да и я точно так же поступил со своими статейками, да и вы. Со своими сочинениями. С написанными, возможно, да. Но с теми, что впереди, нет. Рассчитываете создать нечто, что осилит смерть. M'acheter un tapis. Regardez. Non, c'est pas. Tenez, celui-là, pas cher. Нет, non, c'est pas. Et celui-là, tissu marocain de bonne qualité. Regardez. Ну, я же тебе говорю, non, c'est pas. Non. Bien. Иди. Чего? Ça va? Ça va. Ça va? S'il vous plaît, mon enfant. Voici Pierre, mon ami Риус. Bonjour, monsieur. Замаш. Это моя Манюня, она же Тереза. Не бойся, она по-русски не понимает ни бум-бум. Boum boum. Qu'est-ce que c'est, boum boum? Ой, ля-ля. Oh, tu te sens bien? Bien. Ну, за раба Божию, Николая. Герман, что с вами сталось? Зачем вам Париж, бульвары и все это? Простите. А чем вам не нравится моя Манюня? Чем, собственно, она принципиально отличается от вашей фон Мэк? Ой, простите, у нее нет таких денег. Не старайтесь обидеть меня, сегодня это не получится. И вы могли бы отложить до завтра. Я никогда не видел госпожу фон Мэк, и никогда ее не увижу, и вы это прекрасно знаете. Понимаю. Вы да, Антона Беатрич? Excusez-moi, мадам. Faites donc. С вашим-то умом. Арвар, мадам. Возвращайтесь в Россию. Прошу вас. Алёша. Кошей! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes disputé? Il est fâché contre toi? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais parle-moi, tu ne veux rien dire? Все хорошо. Oh, mon chéri. Люблю этот город. Люблю хотя бы за то, что, живя в нем, испытываю постоянную тоску по России. Да. В виде отдыха я люблю путешествовать за границей, но жить могу только в России. Вы счастливец. А вот русского писателя Ивана Тургенева, возможно, повезут в Россию, как бедного Николая Григорьевича. В заколоченном ящике в багажном вагоне.
А как бы хотелось домой, чтобы своими глазами видеть все, что там происходит. Дома, Иван Сергеевич, у нас неладно. Убить государя-императора. Боже мой. Боже мой, что стало с нашей молодежью? Петр Ильич, я согласен, что это ужасно. Но террористы действовали из самых чистых, самых высоких гражданских побуждений. Как можно совместить чистоту и кровь? Иван Сергеевич, о чем вы говорите? Петр Ильич, а может быть, мы стоим перед порогом, через который нам с вами трудно перешагнуть? А новое поколение, может быть, видит за этим порогом нечто такое, перед чем отступает вся моя писательская фантазия. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dieu nous a donné le jour, Dieu va nous donner la nourriture. Ce sont des Russes. Tu vas voir comment je vais les faire mordre. Et comment tu vois que c'est les Russes? J'ai l'œil pour ces gens-là. Tu vas voir comment je vais les apporter. Ah. Votre Excellence, ayez pitié d'un pauvre infirme de guerre, vous voyez, je suis mal en point, blessé. Носипа, Бог подаст. Иди. Merci, merci, monsieur. Oh, dis donc, de quoi que tu te mêles? Tu vas pas me faucher ma pièce, non? Qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds? Mêle-toi un peu, espèce d'oignon, espèce de... Julien, moi je m'en vais non, mais on n'a jamais vu une... Qu'est-ce que tu viens là? Va donc, Ты на себя посмотри, рыло! Просто ума не приложу. Кто теперь заменит Николая Григорьевича в консерватории? Да что консерватория, осиротела вся музыкальная Москва. Петр Ильич, а если бы вам предложили взять на себя эту заботу? Ну, бог с вами, Иван Сергеевич, не мое это дело. По-моему, теперь это прямой ваш долг. Покойный Николай Григорьевич тоже часто упрекал меня якобы в отсутствии чувства общественного долга. У меня нет никакого характера говорить с людьми. Настаивать, убеждать, требовать. Не могу я это. Вот сейчас у меня премьера «Орлеанской девы» в Петербурге. А я нарочно остался здесь на несколько дней, чтобы избежать всей этой суматохи. А как вы считаете, Петр Ильич, удалась вам «Орлеанская дева»? Из всего того, что я написал до сих пор, это самое лучшее. Что ж ты остановился? Читай дальше. А что читать-то? Ругаются опять? Ну вот и прекрасно. Послушаем, как они нас ругают. Читай. Если вам угодно эти глупости, извольте. «Орлеанская дева» – слабейшая опера Чайковского. Особенно неприятны мелкость и незначительность музыкальных форм. Темы поражают своим ничтожеством, бескусицей, мещанской сентиментальностью. Петр Ильич, посмотрите, как интересно. Лицо, уличенное в краже мыла, обязано немедленно и полностью измылить его на самом себе. Отдай мое пенсне. Откуда я знаю, где ваше пенсне? Попробуй читать без очков. Так я вам позволил глаза портить. Как ты смеешь? А вот так. А не нравится, выгоняйте со службы. Одни дураки пишут, а другие... Попробовали они сочинить музыку. Еще неизвестно, чтоб я про них написал.
Не принимайте это близко к сердцу, милый Петр Ильич. Что вам суд мелких, злобных, завистливых людишек? Вы же прекрасно знаете, что вы великий композитор, и ваша музыка будет жить долго. Нет, Надежда Филаретовна, видно, и в самом деле песенка моя спета. Писать, как раньше, я уже не могу, а по-новому не умею. Иногда кажется, что вот-вот набредешь на тропинку, которая приведет тебя к чему-то новому, а в результате опять тупик. Это минутная слабость, дорогой мой. Вы просто устали, вам надо отдохнуть. Боже мой. Боже мой. Как вы умеете почувствовать мое состояние и прийти на помощь в самую сложную минуту моей жизни. Боже мой. Это потому, что мы только по расстоянию далеко друг от друга. На самом деле мы давно уже вместе, стали как один человек. В вашей музыке я сливаюсь с вами воедино, и в этом никто не может соперничать со мной. Здесь я владею и люблю. Петр Ильич, а вы любили когда-нибудь? Мне кажется, что нет. Вы слишком любите вашу музыку, чтобы могли полюбить женщину. Да как вам сказать? И да, и нет. Если вы спросите иначе, испытал ли я всю полноту счастья в любви, то я отвечу нет. Нет. И нет. А если вы захотите знать, понимаю ли я все могущество, всю неизмеримую силу этого чувства, то я скажу да. Да, да. А разве вы не чувствуете этого в моей музыке? Мне иногда кажется, что музыка увеличивает несчастье человека, потому что она больше всего указывает, что есть на свете счастье. Настоящее, прекрасное, высшее. Дразнит этим недостижимым счастьем. Знаете, Петр Ильич, когда я впервые услышала о вашей женитьбе, у меня как будто что-то оторвалось от сердца. Мне было больно, горько. Я радовалась, что вам было с этой женщиной нехорошо. Я ненавидела эту женщину. Но я возненавидела бы его 100 крат больше, если бы вам с ней стало хорошо. Вот видите, не такой уж и идеальный человек, как вам, наверное, кажется. Нет, нет. Вы самый изумительный, самый прекрасный, самый близкий мне человек на свете. Мне так хотелось бы какой-нибудь жертвой доказать вам свою преданность. Хоть чем-нибудь бы отплатить вам за все то добро, которое вы творите для меня. Что мне сделать? Будьте счастливы. Мне ничего не надо от вас больше того, чем я пользуюсь теперь. Я по-прежнему не хочу никаких перемен в наших отношениях. Ведь то, что я испытываю, когда думаю о вас, это есть мое собственное чувство, которое во мне же и разрешается. Приезжайте. Вас ждет дом, где вас никто не будет беспокоить, как всегда. Вы отдохнете, и снова придет к вам вдохновение.
Мама, правда ты никогда не видела Петра Ильича и совсем его не знаешь? Что не видела, это правда. Но мне кажется, что я его хорошо знаю. И тебе совсем-совсем не хочется увидеться с ним? Не нагибайся, так упадешь в воду. Матрена, кто здесь был? Что? Барынь приезжала. С кем? Одна. Спасибо.
Я не могу больше ощущать вас как миф. Я хочу видеть вас реального, бесконечно близкого мне человека. И я имею на это право, потому что я люблю вас как никто в мире. Петр Ильич, обед подавать? Обед? Какой обед? Сегодня мы устраиваем в вашу честь праздник. Приезжайте, дорогой, бесценный друг мой. Я жду вас. Это все смешно, нелепо. Что? Нельзя так терять голову. О, Господи. Молчал бы. Уж ты свою голову никогда не потеряешь. Перестань, Юлия. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Надежде Филаретовне. Но я не могу видеть, как она мучает себя из-за этого. А что ты вообще можешь? Ты уж который год собираешься поговорить с матерью о наших отношениях. Ты только и можешь что тихо ненавидеть Чайковского за то, что он не принимает твои сочинения всерьез. Юля, это низко. Молчи. Неудачник. Надо так сорваться. На ночь глядя. Куда? Зачем?
Ездим, мотаемся. Всю жизнь туда-сюда. Цыгане. Право слово, как цыгане. У цыган хоть лошади свои. А вот теперь, Господи, прости, благородную женщину обижаем. А за что? За то, что она к нам всей душой? Живи, мол, преспокойно, не думай ни о чем, не тревожься, сочиняй свою музыку. А я буду твою музыку слушать. И не надо мне от тебя ничего. Дай только заботу о тебе иметь. Но мы гордые. Нам ничего не надо. Ничего. Ни покоя, ни любви, ни колонии двора, ни пристанища. Алёша. Алёша. Пойми, то, что нас ждет от меня, я не могу ей дать. Господи. Жду не дождусь, когда же мы, наконец, выберемся отсюда. Пришли подводы. Пришли, но мужички первым делом попросили денег. У меня... Конечно. Набьются, начнут грузить, всю мебель переломают, обождут. А маман все гуляет. Прощаются? Письмо от господина Чайковского. Возьми. Это тебе. Многоуважаемый Владислав Альбертович, получил ваше письмо, где вы сообщаете, что Надежда Филаретовна больна, слаба, нервно расстроена и сама писать мне не может. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы она из-за меня страдала, но разве не было бы вполне удобоисполнительно, если бы могли быть посредниками вы и Юлия Карловна? Я пытался через вас установить письменные отношения с Надеждой Филаретовной, но каждое ваше письмо было лишь учтивым отказом. Очевидно, Надежда Филаретовна совершенно охладела ко мне. Она всегда представлялась мне идеалом человека. Я не могу себе представить изменчивости в такой полубогине. Мне казалось, что скорее земной шар сможет рассыпаться в мелкие кусочки, чем Надежда Филаретовна сделается в отношении меня другой. Я знаю, что Надежда Филаретовна почти разорена. И я рад, что именно теперь, когда я перестал получать от нее помощь, я могу во всей силе высказать мою безграничную, горячую, совершенно не поддающуюся словесному выражению благодарность. Я буду помнить ее до последнего издыхания и благословлять ее. Если она пожелает узнать, что я делаю, скажите, что я благополучно вернулся из поездки по Европе и работаю над оперой «Пиковая дама» по Пушкину. Владислав Альбертович, голубчик, почта была? Надежда Филаретовна, милая, неужели вы еще на что-то надеетесь? Неужели вы не понимаете, что после того, как этот человек перестал нуждаться в вашей помощи, он потерял к вам всякий интерес? Я помню, когда я поступал к вам на службу, вы сказали мне, я это очень хорошо запомнил, что среди множества служителей муз существуют лишь единицы, достойные любви и восхищения. Вот вы создали себе кумира и посвятили ему всю свою жизнь. А стоило этому господину
немного познать славы, он забыл вас. Слава. Слава всего лишь мода. В свое время кукольником и Загоскиным восхищались куда больше, чем Гоголем. А кто их читает теперь? История всех расставляет на свои места. Но для меня загадка, как вы со своим умом и знанием людей после 13 лет переписки не смогли понять, что имеете дело с самовлюбленным эгоистом. Значит, можно прожить 13 лет бок о бок и ничего не уразуметь. Это говорю о вас, Владислав Альбертович. Ничего вы не поняли ни в натуре Петра Ильича, ни в его музыке, ни в характере наших отношений. Поэтому и вы останетесь в истории Пахульским, а он Чайковским. Не пугайтесь. Ради бога, не пугайтесь. Я не имею намерения вредить вам. Я пришел умолять вас об одной милости. Вы можете составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить. Я знаю, что вы можете угадать 3 карты сряду. Можете вы угадать 3 карты сряду? Это была шутка. Клянусь вам, это была шутка. Этим нечего шутить. Можете ли вы назначить эти 3 верные карты? Для кого им беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты без того. Они же не знают и цену деньгам. Я не мод. Я знаю цену деньгам. Ваши 3 карты для меня не пропадут. Но не откажите в моей просьбе. Откройте мне вашу тайну. Что вам в ней? Старая ведьма. Так я заставлю тебя говорить. Страшно! Там,
там шаги. Вот, отворяют дверь. Нет, нет, я не выдержу. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, туз. Как и ласковые дни собирались они часто, как и ласковые дни собирались они часто. Ну ли Бог их просит от 50 ласков, ну ли Бог их просит от 50 ласков. И выигрывали, и отписывали дело, и выигрывали, и отписывали дело. Как и ласковые дни занимались они делом, как и ласковые дни занимались они делом. Ну и Бог их прости от 50 ласков, ну и Бог их прости от 50 ласков. И выигрывали, и описывали делом, как и ласковые дни занимались они делом, 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 делом. Ну и Бог их прости от 50 ласков. Что наша жизнь игра, добро и зло одни мечты, труд, честность, сказки для бабья, кто прав, то счастлив здесь, друзья. Сегодня ты, а завтра я, так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу, что верно смерть одна.
Трояна, бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет, глядя свою судьбу. Старуха, ты? Ты здесь? А чего ты смеешься? Это мне совсем с ума свела, проклятая. Чего тебе от меня надобно? М? Жизнь моя? Возьми.
Владислав Альбертович, здравствуйте. Здравствуйте. Как я рад вас видеть. Владислав Альбертович, что случилось? Почему Надежда Филаретовна не отвечает мне на письма? Надежда Филаретовна больна неисцелимой душевной болезнью. Боже мой, как же так вдруг? Почему? И вы еще спрашиваете. Вам и в голову не приходит упрекнуть себя в чем-нибудь. Владислав Альбертович. Послушайте, почему вы всю жизнь считаете, что имеете право злоупотреблять любовью и доверием людей? Вы думаете, ваша музыка вас оправдывает? Но есть Бог, есть справедливость. Помните о расплате. Ты что? А? Нет. Никогда еще Алеша не чувствовал себя таким здоровым и счастливым, как теперь. А за симфонией просто спокоен. Вот только последняя часть. Я, может быть, ее еще и перепишу. Может быть. Не знаю. Может быть. Не знаю. Ты вступай, Алеша, мне надо побыть одному.